Так, друзья, я продолжаю свой небольшой гайд по моду Red Power 2. Так, в этой серии рассмотрим, значит, наконец, блю-электричество, которое используется в механизмах, например, сортировщики, менеджеры и прочих приборах. Значит, способов генерировать блю-электричество тут несколько. Здесь есть солнечные панельки, есть термоэлементы и ветровики. Но второй и третий способы мне кажутся не очень удобными, потому что термоэлементы вырабатывают достаточно мало электричества, их достаточно там сложно собирать. То же самое касается и ветровиков, там постоянно еще нужно менять элементы, чтобы они функционировали, то есть они как бы имеют свой расход. Поэтому самый лучший, самый оптимальный вариант это просто вот сделать солнечную панельку. Как бы делается она очень просто. 8 синих плат и один синий слиток, который мы рассматривали в предыдущих сериях. То есть, это довольно простой крафт. Вот. Таких солнечных панелек можно спокойно там целый стак наделать, и у вас будет просто огромнейшее количество вот этой блю энергии. Чтобы ее хранить, здесь есть аккумуляторы, которые делаются из батареек. Вот их крафт. Это два медных слитка, олово, никелит. Значит, батарейки вот такие, железо и слиток синего сплава. Плюс еще дерево любое. Эти аккумуляторы тоже, в принципе, по крафту довольно дешевые, потому что вот эти все ресурсы легко находятся в шахтах. И, соответственно, они накапливают энергию. Вот, можем сейчас посмотреть, кстати, как это происходит на примере. Возьму, допустим, в принципе, что стесняться, возьму сразу побольше себе. Вот, здесь одну возьму, весь один аккумулятор. Так, вот у меня аккумулятор, соответственно, раз, два, все, и сейчас у меня энергия начнет накапливаться. То есть мы можем использовать эту батарейку как просто какой-то буфер. И вот эту батарейку прям с каким-то механизмом соединять. И что интересно, здесь, допустим, чтобы передать вот эту вот блю энергию к другому механизму, ничего специфичного не нужно. Достаточно просто их поставить рядом. То есть если мы возьмем и вот этот аккумулятор поставим рядом с этим механизмом, он будет сам забирать оттуда блю энергию. То есть главное, чтобы они как-то соприкасались друг с другом. То есть здесь, видите, у меня просто панелька вот так вот рядом стоит солнечная с механизмом и спокойно передает ему энергию. Как правило, у всех механизмов тоже есть свое как бы внутреннее хранилище, которое накапливает энергию. Вот, и его обычно хватает, допустим, на ночь, там, пока солнечные панельки не работают. Также аккумуляторов можно наставить несколько штук, чтобы накопить энергию и ночью, допустим, оттуда забирать часть энергии. Вот. Еще здесь есть провода специальные для передачи уже вот этой энергии. Вот посмотрим, например, как это работает. Вот у нас здесь сейчас есть немножко энергии уже накопилось. Вот поставим здесь еще один аккумулятор. И можно вот так вот этим проводом соединить. Например, пусть можно, в принципе, и с солнечными панелями соединить, с механизмами какими-то, можно с другим аккумулятором. И часть энергии сюда перетечет. Вот. Где-то, может, половинка как раз примерно. Вот. Можем спокойно по этим проводам передавать энергию, допустим, к другим механизмам. Вот, это версия проводов, где нужно их куда-то класть, там на пол их можно кстати, на стенки лепить, можно даже как-то снизу прикреплять. И если не ошибаюсь, здесь есть версия еще проводов, которые в воздухе висят. Но я, честно говоря, им особо не пользовался, поэтому мне всегда вот такие провода вполне себе устраивали. И смотрится довольно эстетично. Вот. Так. Вот. И еще сразу рассмотрю такой вид этих проводов на 10 киловольт. Отличие только в том, что они проводят больше электричества и меньше за счет, точнее, у них больше напряжения, поэтому меньше потерь. Где это может быть полезно? Это может быть полезно, если, допустим, у вас потребитель и источник вот этого электричества находятся на большом расстоянии.
Ну, насчет того, что, ну, я думаю, вы сами понимаете, что прогрузка чанков происходит на определенном расстоянии, поэтому, допустим, на большой дистанции у вас просто может не прогружаться чанка, поэтому электричество может не передаваться. Но чаще всего у меня лично это работало, допустим, если я хотел где-то высоко поставить эти панельки у себя наверху и вниз потом передавать вот это вот электричество. Давайте я продемонстрирую, как это происходит. Но здесь для того, чтобы их соединять, еще нужен трансформатор. Давайте возьму трансформатор. Так, эти провода я тоже себе возьму. Так, вот, допустим, у меня здесь производится электричество. Я хочу его куда-нибудь передать. Так, ну, насколько я помню, да, чтобы для начала вообще, в принципе, то есть они не соединяются даже с приборами, с вот эти провода, с солнечными панелями, ни с чем другим, кроме как с самими собой и с трансформаторами. Поэтому сейчас я так трансформатор возьму. Так, ну, допустим, вот так. Тут еще надо правильной стороной соединить, сейчас посмотрим. Нет, сейчас неправильно поставил, давайте другой. Можно либо ключом повернуть, но я просто сломаю, вот так поставлю. Все, у нас все соединилось, сейчас корректно все стоит. Проведем куда-нибудь еще этот провод, допустим, вот сюда. Так, поставим, сейчас правильно соединилось. И, допустим, так, тут инвентаря внутреннего нет. Какой-нибудь еще аккумулятор, например. Сейчас поставим. Вот так вот. И, допустим, здесь уже можно будет такой обычный провод поставить. Вот. Пока он пустой, видите, соединяю. Сейчас, по идее, сюда чуть-чуть энергии перебежит в электрической. Вот. Ну, то есть вот этот провод, он выполняет роль просто передатчика электричества на большое расстояние. То есть у него потерь мало. Очень полезно, если, допустим, у вас где-то очень высоко дом там наверху, да, и вы хотите вниз там, не знаю, куда-то передавать. То есть это вам поможет сэкономить электричество. И причем довольно быстро передает, это здорово. Так, ну на этом все про электричество. Дальше я еще про потребители, про механизмы расскажу в следующих сериях.